Всем привет-привет! И мы продолжаем с вами играть в учителя-ученика. То есть я в данном случае буду ученик, а вы мой учитель. У нас очередное задание. Нам необходимо построить такую же изометрическую проекцию. И по выделенной разметке нам необходимо удалить или сделать соответствующие вырезы. Я заведомо, как плохой ученик, буду делать некоторые ошибки, а вы будете в конце этого ролика меня поправлять. Я вам дам время, если вы найдете все ошибки, отлично, пишите их все в комментариях, а потом мы вместе будем с вами разбирать те ошибки, которые я сделал. Будьте внимательны, все ли вы ошибки мои найдете. А я начинаю, как обычно, с построения системы координат. Не забываем про ось симметрии. Наша деталька является в данном случае симметричной. Все, детальку саму мы нарисовали. Теперь мы приступаем к вырезам. Ну, как обычно, давайте начнем с правой части. То есть нам необходимо вот такой вырез, как слева, так и справа сделать. У него вот это расстояние 20, значит 30, значит мы удаляем 10 миллиметров, и на глубину, я думаю, по чертежу видно, что тоже 10. Следите внимательно. Так, это все мы отрезаем. Все. Теперь мы приступаем к двум вот этим скосам. Следите внимательно. Это все отрезается, удаляется. Так, приступаем теперь к центральному вырезу. Диаметр 20, значит радиус будет 10. Так, давайте я не буду рисовать вот это циркулем. Так, мне это не нравится. Давайте я покажу вам, как я рисую эти отверстия с помощью лекала. Я уже вам рассказывал в моем одном предыдущем видео, что такое лекало. Можете посмотреть, кто не знаком. Конечно, это достаточно не точно, но в данном случае для ускорения я все-таки построю это. Пусть это будет недостаточно корректно. Тут снизу у нас еще один вырез.
И вот здесь линия тоже уходит, потому что мы эту часть вырезаем. Теперь у нас остается левая часть. И не забываем про цилиндрический вырез. Я нарисую с помощью лекала. Да простят меня мои учителя. А на этом у меня все. Я считаю, что я задание выполнил. Я готов сдать его на проверку. В данном случае вы мой учитель. Давайте я даю вам 30 секунд. Проверяйте, находите ошибки. Ну как, нашли? Справились? Давайте теперь разбирать. Смотрим на правый вырез. Что у нас здесь не хватает? Конечно, вы, если заметили, вот из этой точки должно уходить и скрываться за деталью тоже ребро, точно так же, как и вот такое вот ребро. Оно обязательно должно присутствовать. Теперь эта сторона выглядит правильно. Теперь, что у нас на центральном вырезе отсутствует? Точно так же, когда мы вырезаем в нижней части детали вот этот прямоугольный вырез, у нас в этой точке образуется тоже ребро, которое уходит дальше в деталь. Ошибка номер 2. Теперь мы... Что, может быть, здесь еще что-то мы забыли? Вот эта линия удалена, поэтому все правильно. То есть задняя стенка у нас видна. Больше мы здесь ничего не видим. Все выполнено правильно. Теперь смотрим на вырез слева. Что у нас здесь сделано неправильно? Конечно же, вот это ребро мы выполнили вырез на передней части, но мы забыли про вырез на задней части детали. Здесь он должен идти точно так же. Это у нас ошибка номер 3. Соответственно, все вот это удаляется. А я, как неприлежный ученик, забыл, оставил это. Нашли ли вы эти ошибки? Посмотрите, вот теперь деталь выполнена правильно. Давайте не буду ее обводить. Давайте мы сейчас обратимся в 3D программу и посмотрим, правильно ли я выполнил это задание. Ну вот так, в принципе, выглядит наша деталь, уже выполненная полностью со всеми дополнительными вырезами, которые я сделал. Давайте теперь ее немного проанализируем. Начнем, как обычно, справа. Посмотрите, правая часть. Конечно же, здесь у нас будет ребрышко уходить и скрываться за деталью, точно так же, как и на ступеньку выше.
Посмотрите. Вот оно. В принципе, если бы у нас вот этого ребра не было бы, то у нас уже нужно было бы рисовать даже и часть какую-то цилиндрического, полуцилиндрического выреза. Потому что, посмотрите, если бы у нас не было нашего вот этого ребра или ступеньки, давайте скажем так, ступеньки вот этой вот, то у нас был бы уже частично виден полуцилиндрический разрезик. Ну, если мы посмотрим на центр детали, то тут, в принципе, тоже становится понятно, что вот этой линии нету, и здесь образуется ребро, которое уходит вглубь детали и скрывается за ее передней стенкой. Вот она. Такая вот сегодня у нас интересная деталька. Ну и про левый дополнительный вырез здесь я уже молчу, конечно. Здесь, я думаю, каждый школьник уже обнаружил здесь сразу же эту ошибку, потому что она и выглядела на рисунке достаточно неестественно. И, конечно же, здесь было понятно, что здесь допущена специальная ошибка. Вот эта часть я имею в виду. Ну, в принципе, в верхней части два вот этих наклонных скоса выреза я здесь никаких ошибок не сделал, поэтому здесь было все начерчено правильно. Ну, вот такая вот деталька у нас получилась. Смотрите, так выглядел бы ее вид спереди. Если бы у нас в задании было нарисовать 3 вида деталей, так бы он выглядел. Скрытых линий здесь у нас, посмотрите. Хотя я хотел сказать, что не было бы, я был бы не прав. Вот 2 полуцилиндрических выреза у нас, они на самом деле скрыты. И здесь линии были бы на бумаге, вам нужно было бы рисовать их как штриховые линии. Вот. Давайте посмотрим на вид слева, на профильную проекцию. Ну, здесь, конечно, бы скрытые линии у нас были бы. И это была бы тоже полуцилиндрический вырез. Хотя у нас имеется и еще один вырез, прямоугольный, через всю детальку. Но его линия, она совпадает с левой частью основания. Поэтому, видите, она у нас не видна. Она просто скрывается видимой линией. И на вид сверху, если посмотреть, то здесь, а здесь наоборот у нас вот этот в основании, который идет прямоугольный вырез, он у нас как раз был бы виден и, точнее, он был бы не виден, но были бы его скрытые линии нарисованы на бумаге. Вот они. Ну вот такое вот на сегодня у нас интересное получилось задание. Я надеюсь, вам нравятся вот такие уроки, когда я являюсь вашим учеником. Я надеюсь, это приносит вам какие-то результаты, развивает ваше пространственное воображение. Ставьте лайк, если вам понравилось такое видео. Подписывайтесь на канал, не пропускайте мои новые обучающие видео по черчению. И посмотрим, сможете ли вы мне доказать, что хотя бы в 10 уроках такого плана вы не сделали ни одной ошибки. Пишите все свои ответы в комментариях. А я с вами, как обычно, не прощаюсь.